Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим расклад Таро для мужчин. Кто изменит вашу жизнь? Настраивайтесь на расклад. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какая сейчас у вас ситуация. У вас завершился какой-то серьезный жизненный этап, причем этап агрессии, этап любви. Причем, скорее всего, это решение вы приняли сами. Вот завершить этот этап. Но, скорее всего, я так смотрю, вы завершили отношения в семье. Ну, либо же у кого-то это были серьезные отношения. Хотя, знаете, вам было довольно непросто его принять, такое решение. Это был по-настоящему любимый человек для вас, да, это была любимая женщина. Но вы приняли решение его завершить, этот этап. Так, вы довольно, в общем-то, обеспеченный мужчина, вы при деньгах, довольно такой активный. Вы и любите, и умеете зарабатывать, вы умеете тратить деньги, да. Вы ревнивец, вы очень любите интим, да, вы, ну, это прям, знаете, одно из ваших любимых занятий, да. Вы большой ревнивец, но в то же время у вас очень много страхов. Вот страхи вас одолевают. Так, что еще? Да, сексуальность от вас прям пылает и горит. Вот такой тестостерон у вас зашкаливает просто. У вас в жизни было много обмана. Причем, знаете, вот когда у вас появился обман в жизни, вы настолько болезненно это все переносили, что у вас просто почва ушла из-под ног. Для вас это настолько была болезненная ситуация в любви, вот именно обман в любви, да, из-за мужчины, третий мужчина как бы. Любовный треугольник, да. У кого-то может проигрываться, что была настоящая депрессия, да, у кого-то просто это был какой-то период апатии, может быть, он и сейчас продолжается, но вы все-таки справитесь. В любой ситуации вы пройдете этот этап. Вам было настолько тяжело, что просто кому-то, может быть, ну, вообще ничего не хотелось, от слова совсем. Не пить, не есть, куда-нибудь на край света сбежать, никого не видеть и не слышать. Вы пройдете этот этап, кто еще не прошел. У вас будет довольно такой болезненный это этап, да, вы очень ранимый человек, несмотря на то, что вы сильный, самодостаточный, с одной стороны, с другой стороны, вы какой-то, знаете, ну уж чересчур ранимый. Вы все очень сильно близко к сердцу берете. Может быть, вы этого и не показываете. Так, кто же изменит вашу жизнь? Посмотрите, после разрушения у нас идет колесо фортуны. Шикарное сочетание идет. Идет колесо фортуны. Значит, после вот этого вашего черного периода у вас по судьбе появляется совершенно новая женщина. Это новая женщина, новая любовь, новые отношения. У некоторых из вас брак проиграется, да? Женщина настоящая хозяйка. Императрица у нас обычно говорит о том, что это женщина, которая именно такая вот мама настоящая. Она и жена, и мама, и любовница, да, она хозяйка. Она умеет вести хорошо дом, хозяйство. Она хорошая кулинарша, да, она вообще много чего умеет и мастерица на все руки. Причем это женщина по судьбе, как я сказала, да. Вот как вот награда, вот после вот этой вот башни, да, после разрушения, вам просто сама Вселенная посылает новую женщину, новые отношения. Так, что же это за женщина? Так, да, вот посмотрите, у вас была женщина, которая вас обманывала, вот ваша прежняя. И вы вот так с оглядкой на нее, да, будете вспоминать вот эти все ее обиды, вот это все, что она делала, да, как она обижала, унижала вас. И вы вот с оглядкой на прошлое
вы будете идти в будущее. Вот смотрите, то есть вы переносите свой прошлый опыт, вы переносите в будущее. Этого ни в коем случае нельзя делать. Я это говорю из расклада в расклад. Никогда не нужно опасаться, вот если вас предали, там обманули и так далее, да. Как угодно, идите к специалистам, да, вот прорабатывайте как-то сами с собой, может быть, да. Избавляйтесь от этих страхов. Вот нужно просто именно, ну, умом понять, да, вот просто прочувствовать это физически, что все женщины разные. Если предала одна женщина, это не значит, что все такие будут. Это может быть вообще идеальная другая женщина. Нельзя переносить боль из одних отношений в другие. Потому что, как правило, ничем хорошим это не закончится. Если у вас будут подозрения какие-то, соответственно, упреки к другой женщине. Но этого никто не будет терпеть, понимаете? А вы это переносите. Вы будете это какой-то период переносить. Хотя у вас вот любовь, посмотрите, ну четко, я даже не хочу дальше смотреть. У вас любовь и семья падает, да? Но опять же страхи. Ну, страхи, страхи. Из расклада в расклад, ну я не знаю прям. Все мужчины со страхами получается. То есть, дорогие мужчины, я вас прошу, я призываю вас, да, если вы еще не отгоревали, не отболели вот этот вот период, который должен пройти после разрыва, не нужно вступать в новые серьезные отношения. Именно серьезные отношения, потому что это ни к чему хорошему не приведут. Я уже говорила, может быть, кто-то видел раньше в других видео, но, может быть, гости канала не знают этого. То есть отгорюйте, вот, пройдите этот период. У каждого он будет свой. Кому-то недели достаточно отгоревать, и он забудет все как кошмарный сон. Кому-то месяц, два. Ну, то есть, когда вы немного поуспокоитесь, все ваши эмоции поулягутся, тогда уже вы можете смело начинать новые отношения, да? Вот, с новой женщиной. Тем более, что женщина очень довольно такая хорошая именно для серьезных отношений падает. Хозяйка, да, домашняя, светлая, ухоженная, красивая. Ну, то есть отбрасывайте все свои страхи, комплексы. Да, конечно, лучше всего со специалистом это прорабатывать. Без психолога вы не обойдетесь. Ну, понятно, что не у всех есть средства и возможности ходить к психологам, потому что это бывает и довольно дорогостоящая терапия, и, ну, довольно длительная, да, потому что у кого-то, может быть, уже эти страхи настолько глубоко сидят, что так легко и просто от них не избавишься. Поэтому смотрите, не упустите свою императрицу, которая будет хорошей мамой, женой, хозяйкой. Вот. И как всегда, конечно, я желаю вам всем счастья. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!